Ребят, всем привет! Сегодня будет обработка меди, будет много фрезеровки, медь я еще не фрезеровал. Попробую сделать самостоятельно радиатор для очень мощного светодиода. Все вы знаете, что я делаю мощный фонарик. В принципе, можно сделать на базе покупного, немного обточив его в размер, так я сразу и задумывал. Но потом переобулся в полете и решил делать самостоятельно. Хочу получить новый навык фрезеровки меди. Сейчас подготовлю заготовку, обточу в необходимые размеры. Вот уже примерный вид конечного изделия. Ребят, в последнее время мне очень нравится работать в программе Fusion 360. У меня получается все лучше и лучше. Постоянно тренируюсь. Очень удобно, я вам скажу. Сразу видите вид готовые детали. Видите, можете повертеть. Если что-то не нравится, можно сразу немножко изменить. Это делается очень легко и быстро. Можно сделать разрез, нанести все необходимые размеры. Короче, очень удобно визуализировать то, что вы хотите получить в конце. Так что всем советую изучить и пользоваться этой программой. Ребята, вот где будет стоять бронзовая крыльчаточка. Надеюсь, вы ее узнали. Очень мне нравится, как работают вот эти пластины компании Arno по цветным металлам, по меди, по дюралюминию, по бронзе. Просто великолепно. Для фрезеровки я буду использовать всю ту же фрезу, которой делал бронзовую крыльчатку. Я ее уже поставил под определенным углом. Это нужно для того, чтобы окончание фрезеровки было вот здесь под углом 90 градусов плоскость. Как вы видите из 3D модели, нам нужно профрезеровать 28 пазов глубиной 11 мм и 2 паза глубиной 1,5 мм. Делить буду с помощью патрона. Здесь у меня 60 делений. Каждый новый паз я буду смещать на 2 деления. Первый паз я сделаю глубиной 1,5 мм. Такой же паз будет еще один на противоположной стороне. Симметрично. Эти пазы предназначены для проводов. Буду обязательно использовать охлаждающую жидкость и одену такое простейшее защитное приспособление из поликарбоната, чтобы сильно не летела сошь в эту сторону. Ребят, кто спрашивал, почему я не использую защитный экран, он у меня есть, я его специально снял, потому что с ним вообще невозможно снимать видео, чтобы для вас показывать. Так что я это делаю специально для вас. Ну а так бы я, конечно, использовал, потому что сошь летит в разные стороны. В общем, надеюсь, вы поняли. Смещаю на 2 деления. Раз, два. Еще 3 миллиметра. Вот такую картинку, извините, не заметил, попала в объектив. Вы бы видели постоянно, если бы у меня здесь стоял защитный экран. Качество получается хорошее, спокойно можно заглубляться по 2-3 миллиметра. Идет, опять же, повторяюсь, очень мягко. Продолжаю в том же духе. Осталось 28 пазов. Ребят, дело движется, получается красиво, аккуратно, но есть уже определенные трудности, нюансы. Видите, вот с этой стороны я оставил тело для усиления, а здесь я специально сделал паз для захода и вывода фрезы. Но что получается?
Когда заглубляюсь я второй раз на 6 мм, я один раз уже погнул лопасть. Вот эту, видите, она уже не имеет практически жесткости и норовит ее фреза просто захватить и смять. Так что теперь я фрезерую, на 3 мм зашел и полностью, пока не профрезерую на глубину 11 мм, я фрезу не вывожу. Ну а так дело движется довольно-таки быстро. Все вокруг в СОЖ и в очень мелкой стружке, как иголки. Очень неприятно. Вот такая очень мелкая стружка и впивается буквально во все, что можно. Ребят, это фиаско. Показываю все как есть. Видите, один паз профрезеровал больше, чем нужно. Решил продолжить фрезеровку, но следующую лопасть уже на заглублении 6 мм закусила. Так что буду все переделывать, ни в коем случае я не остановлюсь и вернусь к вам уже с почти готовой деталью. Тем более есть у меня желание и сверху оставить такое же усиление, чтобы можно было свободно выводить фрезу, не боясь. Просто видите, на окончании вообще нету никакой жесткости. Так что заодно и улучшим конструкцию. Ребят, день второй и третья попытка. Да, вы правильно поняли. Вторую деталь я тоже загубил. Вот первая деталь неправильно рассчитанная, а вот вторая. Я просто поспешил с ней, загубил из-за спешки. Ну, а с третьей детали я уже даже подстраховался, ограничил со всех сторон, чтобы не дать лишку при фрезеровке. Уже половину я сделал, так что думаю, на этот раз все получится. Усилил с двух сторон. Как говорится, повторение мать учения, уже медь я не так боюсь, как полгода назад. Уже кое-какой опыт есть. На этот раз не буду гусарствовать, допилю. Фух. Мамма мия. Чтобы закончить с этой стороны, нужно немного пройтись фрезером. Вот как с обратной, видите, как блестит, как хорошо получается. Гораздо лучше и безопаснее, чем резцом. Но для этой процедуры я теперь выточу оправку. Ребята, наконец-таки я могу вас пригласить посмотреть на плоды моей двухдневной токарно-фрезерной импровизации по меди. Раньше я вообще боялся работать с этим металлом, а теперь, посмотрите, прогресс налицо, уже получаются довольно-таки сложные вещи. Фреза немного затупилась, и вы видите, не очень чистая поверхность. Но еще бы, 3 раза переделывать, и плюс этой фрезой я сделал бронзовую крыльчатку.
Но я, наверное, доведу все это дело наждачкой, но точно не сегодня. Здесь будет крепиться светодиод. Сделал 2 отверстия, нарезал резьбу. Ну а с этой стороны будет вставляться двигатель. И я думаю, вы все узнаете бронзовую крыльчаточку. Вот так все это дело выглядит. По-моему, обалденно получилось. Кстати, если рассматривать две эти детали вместе, без светодиода, вряд ли кто-то поверит, что я делаю фонарик. Очень доволен, какой медный радиатор вышел, довольно-таки такая сложная деталь. Опять же, получил бесценный опыт сегодня при работе с медью. Ну что, ребят, до окончания, до сборки окончательной фонарика осталось совсем чуть-чуть. У меня на сегодня все. Всем пока, скоро увидимся.